Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я предлагаю вам разобрать такую тему, как засыпанные города мира. В прошлых видео мы с вами разбирали утонувшие города мира. В этом видео предлагаю разобрать тему засыпанные города мира. Вы ее уже более-менее слышали ранее и у других блогеров, но я предлагаю собрать уникальные факты, которые показывают, что катастрофа прошлого была глобальной. И все эти засыпанные города — это не культурный какой-то слой, а наоборот глобальная катастрофа, которая буквально 400-500 лет назад накрыла весь мир. И некоторые города утонули, какие-то города были засыпаны. И эти города, мы в них с вами сейчас и живем. То есть мы живем фактически на руинах цивилизации их прошлого. И вполне вероятно даже не одной. Поэтому у нас под ногами множество интересных артефактов, ну фактически вход туда запрещен. Поэтому предлагаю приступить к рассмотрению этого материала, накопленного другими поколениями исследователей и мною обобщенного тех фактов, которые удалось мне найти. Я думаю, многие знают, что в 2017 году во время реконструкции Московского политехнического музея было обнаружено, что здание закопано под землю более чем на 5 метров. Ну, а есть некоторые сведения, говорят, что даже до 18 метров доходит глубина фундамента, который находится под землей. И самое интересное, что это ж не одно здание в Москве, таких зданий множество. При этом существует гигантское количество подземелий, которые вообще не изучено до сегодняшнего дня. При этом, когда ведутся реконструкция или строительство чего-то нового, то появляются вот подобные фотографии, когда мы видим, что под землей находится 2 и более этажей. И самое интересное, ведь это по всему миру. Даже если взять тот же Питер, то мы видим, что Зимний дворец как бы утонул на 1 этаж. То есть окна первого этажа находятся вровень с землей. То же самое фактически тоже, что и в Москве. При том, что Питер стоит вообще на болотах. И строить первые этажи под землей на болоте, ну это, мягко говоря, не пришло бы в голову ни в прошлом, ни в наше время. Ну, казалось бы, да не было же никаких письменных свидетельств, что были какие-то потопы. О чем вы говорите, это какой-то культурный слой. Но на самом деле таких свидетельств масса. Это и карты, и письменные источники, один из которых я вам предлагаю тоже иметь в виду. Это переписные книги пустых дворов одного из городов. Города Сольвычегодска и уезда, которые были составлены примерно в 1675 году. Вот что мы читаем, если обобщить, что же там пишется. То есть в лето 7182, по современному это будет считаться как 1673, то есть государь, великий князь Алексей Михайлович, сия великая и малая белая России, самодержца, дал указ, чтобы провести перепись этих пустых дворов в этом городе и уезде. Почему? Вопрос в том, что если почитать, какое количество, гигантское количество деревней опустело и какое количество деревней было смыто, то как казна перестала получать налоги. И фактически шла перепись того, что же есть, что же пропало и какие налоги можно взимать. Там гигантское количество, то есть это целые книги, не одна книга, там не какая-то страничка, это книги, которые описывают, какие гигантские потери понес сам город и уезд. Все ссылки, как всегда, на материалы в описании. Я вам не буду полностью, конечно, это приводить. Я просто взял парочку выдержек. О чем же там идет речь. То есть там идут эти переписцы, и они пишут, что рекою Сухою, например, сметало. И пишут, сколько и чего сметало в конкретной деревне. И вот же итоги их. А та пустота учинилась от хлебного недороду и от московского большого наметного стрелецкого запасу, и что рекою Сухою сметало, а запустили те деревни со 172 и 173 годов. Интересный подход к написанию дат, потому что это 7172 должно писаться, они же пишут просто 172. Плюс по современному летоисчислению это будет 1662-1663 года. То есть тогда как бы эти деревни были смыты и запустели. Но это не просто там какая-то одна река, то есть река Сухая какая-то, но тут же они пишут, что запустила и сметала реками, и пошла перечисление еще Югой рекой, Пушмой рекой. То есть
это не одна река, там множество указано рек, которые смывали фактически гигантское количество поселений. То есть деревни фактически переставали существовать и из-за потопов, и из-за, соответственно, если есть потоп, то за ним, скорее всего, идет как раз голод и болезни. Из-за чего все эти деревни пришли в опустение. Да, по самой Москве трудно найти такие данные, но они, скорее всего, где-то есть. И не только по ней, но и по всем другим городам. Факт в том, что они лежат просто в запасниках. И эти переписи, они нам показывают, какие гигантские разрушения, вот где этот город находится, то есть это юг современной Архангельской области, но мы понимаем, что это происходило по всей территории, и именно поэтому, скорее всего, и мы имеем первую перепись населения только от 1646 года. Причем до этого года нам переписи населения не дают, а по некоторым данным население той же Москвы было около 50 миллионов, а на середину 17 века это остатки не больше 7 миллионов человек. Притом, если раньше описывали именно чисто по дворам, то теперь идет перепись населения. То есть убыль населения такая большая, и людям так негде жить, что они как бы, скорее всего, сгруппировались и живут по много, уже лишь бы выжить. То есть и данные по населению нам ранее просто не дают. А на самом деле население было во много раз больше. Почему нам и не дают их? Но, как бы, может, это я все придумал, но на самом деле есть и карты. Карты, которые объясняют. Вот карта Йоханна Баптиста Хохмана, 1720 год. Вот показывается определенная территория. Давайте приблизим эту карту. И мы видим надписи простые. В глубине континента. Надпись. До этой линии вода доходила. Причем слева и справа от этих надписей мы видим гигантские территории заболоченные и превращенные фактически в пустыню. То есть сель этот все смыл, вода пришла настолько глубоко и далеко, что затопила гигантские территории. Большинство территорий было превращено в пустыню. Да, к тому моменту понятно, что какие-то города восстановились. То есть болота доходили, по крайней мере, даже по этой карте 1720 года выпуска, фактически, вот, я так понимаю, это Калуга здесь вот чуть выше написано. То есть какие-то города восстановились, но обратите внимание на масштаб затопления, заболачивания и надписи в глубине территории континента. До этой линии вода доходила. И вот до этой линии вода доходила. То есть вот вам масштабы. То есть масштабы гигантские, титанические. И эти масштабы мы видим в современном мире. Казань. Казань, которая точно так же похожа и на Москву, и на Питер, где мы видим в центре, когда пытались соорудить подземную улицу, то в процессе наткнулись на подземные сооружения, то есть фактически на подземный затопленный этаж. То есть вот мы его видим, окна и двери закопаны на 4-5 метров. Ну какой культурный слой? Списать это на культурный слой не получится, и как во всех городах, в которых мы живем, существует гигантская сеть подземелий, не изученных от слова совсем. И она присуща всем, то есть это единый стиль архитектуры прошлых цивилизаций. Еще одна карта, 1729 год, опять же территория Московии. Когда мы приближаем карту, то мы видим гигантские территории, заболоченные в районе Казани, плюс мы видим надпись, которая отметилась в синей стрелке. Если ее перевести на русский, здесь написано: в этой пустыне были найдены руины нескольких античных городов. Вы спросите, в районе Казани руины городов, а где же они сейчас? Ответ простой, вы в них живете. То есть это те же города, которые были отстроены на руинах прошлых цивилизаций. Поэтому тоже мы не удивляемся, когда в Омске находим те же самые здания. Вот, проводился ремонт галереи Врубеля, и опять же эта галерея закопана на глубину 3-5 метров. То же самое, что мы видели и до этого. Друзья, вы знаете, что я давно сотрудничаю с брендом Synthesit. И главный продукт имеет фантастические свойства, подтвержденные исследованием известных ученых и НИИ, и отзывы сотен потребителей, среди которых также есть известные люди. Однако хотел бы обратить ваше внимание, что у них также есть большая линейка различных добавок, которые хорошо показали себя в сочетании с синтезитом. Например, синтезит сердца-сосуды с куркумином. Он имеет мощнейшее противовоспалительное и антиоксидантное действие. Синтезит иммуноактив с водорослью фукус, которую называют секретом японских долгожителей. Синтезит суставы и синтезит коллаген – отличные препараты для профилактики проблем с суставами.
Все эти продукты можно купить на сайте Synthesit или на маркетплейсах. Казалось бы, ну в Сибири-то откуда античные города? Но если мы смотрим на карту Артелиуса Абрахама 1587 года, мы видим очень простую вещь. Это карта мира, понятно, что это карта политической ситуации на тот момент. И мы видим, что в Европе городов больших меньше, чем в той же Сибири. В итоге эти города все пропадут, а потом мы будем отстраиваться на их руинах. И вся Сибирь, весь Ближний и Дальний Восток объединены под единым как бы начальствованием. То есть это Великая Монгольская Славянская империя, которая захватывает в том числе и охватывала и Америку, и в первую очередь Южную, ну и Северную. То есть вот откуда эти города, причем города гигантские, это не просто там какие-то шалаши, то есть это гигантские города, которые отмечены на карте еще конца 16 всего лишь века. Также просьба не обращать внимания, что здесь есть Дария, легендарный северный континент, плюс есть Южный полюс, который как бы нам откроют лет через 300. А на самом деле еще 400 лет назад он уже был прекрасно известен, вся территория Земли была известна, изведана, и там есть и карта как бы той же Австралии, Антарктиды той же, но произошла катастрофа, практически она охватила весь мир, который мы сейчас это и увидим, и про эту катастрофу прекрасно знали, опять же, в конце 17 века, вот еще один письменный источник, что когда в 1692 году посылают из Москвы одного из посланников в Китай, вот он проезжает в Сибирь, и вот ему рассказывают местные жители. До потопа, они говорят, места их якобы были весьма теплы, и слонов там имелось множество, кои со всеми прочими тварями потопли, и плавая по воде, пока оная сбыла, и тогда такие слоны в грязевых и в болотах остались. А после потопа климат у них переменился, и стало быть весьма холодно. Ионные болота купно, и слонов замерзли. То есть сказано может быть, что в тот потоп вода, которая весь свет залила, слоновые падальщи в те места принесла. Ну извините меня, если это 1692 год, чтобы обладать такой информацией, мягко говоря, нужно быть хотя бы свидетелем этого потопа. То есть эти люди были свидетелями потопа, который как раз и произошел фактически в 17 веке. Поэтому ничего удивительного, что они, как очевидцы, рассказывают, что же произошло. Так что это к тому, что нет письменных источников. Поэтому, опять же, мы не должны удивляться, если был охвачен весь мир, то что удивительного, что тот же Париж, вот существуют подобные съемки, где мы видим непонятные сооружения на большой глубине под зданиями. Да, кто-то скажет, а может это опорные стенки как бы для строительства. Все может быть. Может быть это остатки древних сооружений. Может опорные стенки просто выстроили специально. Но подземелья Парижа тоже мало изучены. И если туда направляются археологи, то они там видят огромное количество скелетов. То есть людей непонятно когда погибших. Но опять же в той же Франции вот существует подобная книга. 15-й потоп и 40 тысяч человеческих скелетов в Европе. Опять же, все ссылки на материалы в описании. То есть это к тому, что нет источника. Просто нужно читать книги именно тех времен. То есть это примерно 17 век. Да, какие-то они спрятали, какие-то просто не смогли. Опять же, в той же Франции есть книга «Затопление» и как изменялся Каспий. То есть это книга затопления как раз территории современной России в основном. Но факт в том, что они, конечно, пишут, что это там было 1000 лет назад, там, как бы, это мы просто типа изучаем. Но на самом деле никаких 1000 лет, опять же, ответом здесь является Каспий. То есть на картах прошлого того же 1590 года он вытянутый, пожалуйста. А в наше время он вытянулся, мягко говоря, совсем по-другому. То есть он фактически уменьшился раза в 3. И после потопа его очертания изменились. Вода ушла и принял Каспий именно такой вид, затопив и множество других городов, которые и сегодня находятся на дне морском. И сам Каспий видоизменился. Почему он потихоньку и высыхает именно еще после того потопа 17 века. То есть мы явно видим, что с 1590 года карты фактически прошла сотня-другая лет, и все, карта имеет совершенно другой вид. И никаких 1000 лет не проходило. То же самое подтверждением потопа и занесения территории грунтом является сам Рим.
Вот вам фотографии легендарного Колизея, который еще в 20 веке откапывали. Обратите внимание, какой нанос земли. Так это нанос земли без учета того, что этот грунт был и над Колизеем, и под Колизеем. То есть и сам подземные помещения Колизея тоже были занесены. Отсюда его раскопки еще только в 20 веке. То есть только в 20 веке раскопали. То есть количество нераскопанных зданий, сооружений подземных, еще гигантское количество. Если посмотреть на фотографии еще середины 20 века, вот красная стрелка, уровень грунта, вот синяя стрелка там, где они стоят. То есть это десятки метров, все было занесено, раскапывалось постепенно, вплоть до 20 века. И сейчас, как вы видите, и в нашем 21 веке происходят раскопки. И мы видим, что когда они откапывают, они видят на глубинах 3-5 метров, 7 и более, опять же, закопанные здания, занесенные грунтом. Совершенно верно, что это никакой не культурный слой, это грунт совершенно наносной. То есть его могла принести в таких количествах только вода. Тот же Римский Колизей, 1566 год, мы видим, что все чисто, нет никакого грунта. И вот перед нами картина, вроде бы тоже конца 16 века, хотя лично я думаю, что это нарушение какой-то датировки, скорее всего это ближе к середине именно 17 веку картина, где мы видим, что Колизей занесен, зарос, огромные наносы грунта, и люди ходят с палочками, чтобы не провалиться в эти полости, которые могли образоваться как раз из-за наносов грунта, воды. То есть и подобная картина присуща всему Риму. То есть Рим разрушен, занесен, ходят каких-то люди, стада животных, и люди ходят с палочками, чтобы не проваливаться в образовавшиеся пустоты. Я повторяю, скорее всего, просто нас ученые водят за нос этой датировкой, то есть чтобы нас запутать, потому что только мы видели Колизей чистенький, новенький, и идет датировка через 10 лет буквально, и он уже зарос полностью, чего быть не может. То есть это просто, я считаю, тоже середина 17 века. И мы видим зарисовку того же остатков Рима. Вот раскопанные здания под землей, занесенные, все заросло, все в грунте. То есть все это наносы, понятно, что после потопа. Да, люди выжили, вернулись, что-то восстанавливают, но, как вы видите, раскапали до 20 века. А вот такие карты тоже уникальные, они относятся к середине 17 века. Уникальность этих карт, как вы видите, что люди пытались восстановить хотя бы прибрежную линию. То есть здесь городов минимум сохранено, то есть именно только те, что более-менее известны, там на Ближнем Востоке показаны, в Египте остатки, ну а весь мир без городов. То есть изменяется территория Каспия, то есть как так-то? То есть это возможно только если непонятно, кто выжил еще на тот период. То есть, а понятно, что прошла глобальная катастрофа, которая хотя бы требует понять, в каких масштабах она произошла, плюс хотя бы территорию воды, куда вода отошла, где есть хотя бы суша сохранилась, что не затоплено. То есть мы это фактически видим. Нет, не показаны даже реки, скорее всего, может они занесены еще. То есть единичные реки, единичные города, а вся территория вообще просто как бы чистый лист. То есть, еще одно доказательство мы находим и в Турции. Пожалуйста, колонна в Стамбуле, ей 500 лет назад этой гравюре, как бы все стоит, все нормально. Вот наши дни, это та же самая колонна, верха нет, а низ колонны как бы заглублен больше, чем на метр, а может и даже более. То есть, кто это сделал, опять же, те уборщики, которые плохо подметали? Нет, они прекрасно, мы видим, что все убиралось, нет никаких культурных слоев, хотя в наше время эта колонна закопана, то есть занесена как раз потопом того времени. Ну, в Турции много таких интересных городов, здесь видно, что занесено грунтом 3, 5, 7 метров. Мягко говоря, это никакой не культурный слой, это античные строения, то есть остатки от того, что осталось. Таких фотографий масса, раскопок городов античности, когда мы видим многометровый слой, который мог образоваться только при затоплении. Причем это слой не 3-5, а до 10 метров. То есть гигантские масштабы затопления, занесения грунтом. Поэтому опять же все становится на свои места. Откуда этот грунт пришел? Его принесла вода, соответственно. Фотография Израиля. 1935 год, опять же, этот 3-5 метровый слой наноса.
И то же самое Россия, мы видим тот же самый как бы слой, где все перемешано, то есть все передроблено, идет такая, именно такой селевой поток, который все дробит, все измельчает, ну, соответственно, все заносит, затапливает. Потом, когда он высыхает, образуется подобный, так называемый у ученых культурный слой. Опять та же Гиза, мы видим тоже здания откопаны, то есть и на крыше подобных зданий этот грунт. Мы видим опять же тот же не просто песок, а именно такой селевой поток, мелкие камни, мелкий грунт, все перемолото. Идет раскопка того, что раньше было затоплено. Как вы подумаете, если это было затоплено как бы Европа, Азия, а Америка участвовала в том потопе? Конечно, участвовала. Вот перед нами опять же карта Артелиуса Абрахама, 1570 год. Америку вроде бы только открыли, но там гигантское количество городов, которых никто не строил. Завоеватели не приезжали туда что-то строить, они приезжали туда грабить. То есть, да, они какие-то форпосты, свои крепости ставили, но не более, и то именно со стороны Атлантического океана. Здесь же мы видим, что городов масса именно со стороны Тихого океана. То есть, это 1570 год. То есть, это и Северная Америка, и Южная Америка. И что же мы видим? Мы видим это сейчас, когда, например, реконструируют Капитолий. Многие исследователи считают, что при реконструкции стало понятно, что сам Капитолий уходит в глубину на 30 метров. Это, скорее всего, надстройка над зданием древним, более древним. Все ссылки на материалы, как всегда, в описании. Здесь люди утверждают, что это, скорее всего, и так и есть. То есть на месте более древнего здания построен современный Капитолий. И при его реконструкции как бы это стало видно, ясно и понятно. Ну, кто-то скажет, это просто опорные стенки. Ну да, все может быть, все нужно изучать. Факты остаются фактами. Вот здесь какие-то остатки сооружений внизу видны. То есть это на глубинах до 30 метров. И опять же, для тех, кто скажет, так Капитолий там начали строить в современном мире, там раньше их не строили. Только когда в Перу было открыто Куско, мы видим, Капитолий уже стоит, вот я его синей стрелочкой обозначил, у меня есть целое видео «Античные города Америки», когда мы видим, что при открытии так называемой Дикой Америки, да, есть много и диких поселений, но города имеют тот же самый античный тип. И вот когда вот сейчас проводятся раскопки, они опять же видят остатки сооружений, да, тут глубина чуть поменьше, потому что Куско само вообще-то на большой высоте расположено. Но, опять же, тот же целевой потоп, который как бы все снес, затопил. И вот мы видим остатки этих сооружений. Они пытались какие-то коммуникации проложить, но не получалось, потому что мешала каменная кладка старая. То же самое при открытии того же Мексики. Опять же мы видим столицу. Опять же мы видим столицу, которая построена на озере, как любили это делать венеты. Опять же, те же славяне. И опять же, строения те же самые античные. Тоже озеро Парима и город Маноа. Маноа Эльдорадо, легендарный золотой город. Он имеет тот же самый античный тип строения. И когда его находили, они так и писали, что они в джунглях находят как бы античные города, что их удивляло. Тот же самый Росарио, храм Росарио. То есть русские арии. Как видно, все занесено грунтом и песком. Остался один храм, он, скорее всего, был на возвышенности. Вот он, этот храм изнутри. Рос-ария, русские арии. Пожалуйста. Все остальное занесено грунтом, песком и просто смыто фактически. Это, скорее всего, фотографии из Сиэтла. Опять же, мы видим здания, которые построены на поверхности земли и которые находятся на 10, 20, 30 метров ниже этой как бы поверхности. Притом есть данные, что этот грунт они в итоге размывали, убирали, потому что это было что-то наподобие мерзлоты. То есть было какое-то нанесение большого количества слоя грунта, они его размывали для того, чтобы город отстраивать или восстанавливать. Непонятно, чем они там занимались на тот период. И опять же мы видим гигантские количества наносной земли, которая еще была и замерзшая. То есть, опять же, последствия потопа. Индия, переходим к Индии. На этом фото как раз видно ярко, что раньше было одно здание, а сверху над ним просто надстроили что-то. Опять же, проводилась реконструкция, начали делать раскопки, нашли совершенно другое основание этого здания. То есть, сверху синяя стрелка — это современный вид, а красная — это то, что было раньше. Все остальное просто надстроили. Если присмотреться ближе, то мы видим, что это опять же 3-5 метров.
как и у нас, как и по всему миру в основном. И опять же, если посмотреть более подробно фотографии, видно, что слева, вот, например, уровень земли, который сейчас, и то, что раскопали. Плюс видно, что здесь в землю вмонтированы колонны, то есть какой-то культурный слой, это наносной грунт. И видно вот фиолетовые стрелки, что раньше здание было одного типа, а над ним надстроили совершенно другой тип. То есть на руинах прошлой цивилизации строится это. То есть удобно, не надо фундамент копать, он уже есть. Построили и живем. Ну, глубины можно посмотреть из этих фотографий. Какая гигантская глубина, то есть никакого культурного слоя здесь нет и в помине. Здесь есть наносной грунт, который принесла вода. Ну, выводы можно сделать простые. После середины 17 века по всему миру с карт пропадает масса городов. Изменяются очертания многих береговых линий и целых морей. Также меняется и биосфера, пропадают многие виды биологических видов, известные ранее. То есть это я рассматривал в предыдущих видео, все ссылки будут в описании. Переходите, у меня целый плейлист про катастрофу 17 века. Поэтому, когда мы в наше время находим по всему миру города и здания засыпаны на 5 метров и более глиной и землей, то это лишний раз нас убеждает, что еще в 17 веке произошла глобальная катастрофа, которая и привела к гибели практически всей цивилизации того времени, на руинах которой построены наши современные города. Ну и помните, повторение мать учения. Если нужно, повторите новую информацию столько раз, сколько нужно. Все ссылки на материалы, которые были использованы в видео, как всегда, будут в описании под видео. Нажмите кнопочку «Еще», описание откроется, увидите эти ссылки. Переходите, знакомьтесь. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.